Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. В этом видео я вам предлагаю связать вот такие замечательные пинетки крючком. Как вы уже заметили, пинетки связаны из двух цветов, и я использовала пряжу Alize Cotton Gold в 100 граммах 330 метров. Состав пряжи 55% хлопка, 45% акрила и номер цвета бежевой пряжи 262 и номер цвета синей пряжи 141. Вязать будем крючком номер 2,5. Также для работы нам еще понадобятся маркеры и иголка для сшивания. Размер пинеток по подошве получается 12 сантиметров. Пинетки связаны с отверстиями под люверсы. Для установки люверсов необходим специальный аппарат. Если у вас такого аппарата нет, можно вручную обработать эти отверстия для того, чтобы потом сделать шнуровку. Для установки люверсов у нас идет две насадки, нижняя и верхняя. И непосредственно сам люверс у меня это 5 мм, верхняя часть люверса и крышечка, нижняя часть. Итак, если вам понравились такие пинетки и вы захотите связать их вместе со мной, то добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Но для начала, если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Приятного просмотра! Итак, для начала нашей работы нам нужно набрать цепочку из воздушных петель. Цепочку мы набираем удобным для вас способом и набираем 38 петель. Далее мы делаем накид, и в четвертую петлю от крючка мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. В четвертую петлю вставляем крючок и провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и сюда же в эту же петельку второй. Далее мы провязываем 16 столбиков с одним накидом в каждую петлю. Вставляем крючок в следующую петельку, провязываем столбик с накидом. Первый, дальше в следующую, второй, в следующую петлю, третий столбик с накидом, дальше четвертый, пятый, и продолжаем так вязать, пока не свяжем 16 столбиков с одним накидом. Провязали 16 столбиков с одним накидом. Дальше в следующую петельку воздушной цепочки мы провязываем 6 столбиков с одним накидом в одну петлю. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой.
И дальше, начиная со следующей петли, опять провязываем 16 столбиков с одним накидом в каждую петельку воздушной цепочки. Делаем накид, вставляем крючок в следующую петельку и начинаем вывязывать 16 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий. Продолжаем вязать самостоятельно 16 столбиков с одним накидом. Итак, мы провязали 16 столбиков с одним накидом. И в последнюю петельку воздушной цепочки мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Далее начинаем вязать следующий ряд, делаем одну воздушную петлю и вязание разворачиваем. Следующие 3 петли предыдущего ряда мы будем делать прибавку. Провязываем столбики без накида. В самую первую петельку вставляем крючок и провязываем столбик без накида первый, сюда же столбик без накида второй. Следующие 2 петли также провязываем по 2 столбика без накида. Первый, в эту же петлю второй столбик без накида и еще раз повторяем. Первый и в эту же петлю второй столбик без накида. Дальше мы провязываем в каждую петлю по одному столбику без накида. Провязываем 16 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Продолжаем дальше самостоятельно. Далее в следующие 6 петель мы должны провязать прибавку, то есть по 2 столбика без накида. Итак, в первый столбик провязываем 2 столбика без накида. Дальше. Это у нас была первая прибавка. В следующую петлю 2 столбика без накида, вторая прибавка. В следующую петельку 2 столбика без накида, третья прибавка. Четвертая. Пятая. И последняя прибавка, провязываем 2 столбика без накида. И теперь далее по другой стороне ряда провязываем опять 16 столбиков без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Вставляем крючок в петельку и провязываем. Первый столбик, второй, третий. Продолжаем вязать, пока не свяжем 16 столбиков без накида. И далее в конце ряда у нас остается 3 петли. Мы провязываем в каждую из этих петель прибавку по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Дальше в следующую петлю вставляем крючок, провязываем 2 столбика в одну петлю, это вторая прибавка. И здесь у нас было 3 воздушные петли, мы вставляем крючок в третью воздушную петлю подъема и также провязываем 2 столбика без накида. Делаем воздушную петлю и разворачиваем. Далее в этом ряду мы будем провязывать полустолбики. В начале ряда можно провязать просто 2 воздушные петли, но имитацию первого столбика я сделаю таким образом. Сразу в первую петельку предыдущего ряда
мы провяжем столбик без накида и сделаем одну воздушную петлю. Таким образом мы заменим один полустолбик. Далее в каждую петлю мы провязываем по одному полустолбику. Делаем накид, вставляем в следующую петлю крючок и провязываем все 3 петли на крючке. Это у нас полустолбик. Дальше в следующую петлю вставляем крючок и провязываем все 3 петли на крючке. Провязываем таким образом 55 полустолбиков. 2 мы уже провязали. Дальше 3, 4, 5 и продолжаем самостоятельно, пока не свяжем все столбики. И провязываем последний 55 полустолбик в последнюю петлю предыдущего ряда. В этом ряду нет никаких прибавок. Мы провязали 56 полустолбиков, включая самый первый столбик в начале ряда. Далее мы делаем одну воздушную петлю и вязание разворачиваем. Дальше мы посмотрим сверху на косичку, которая у нас получается в процессе вязания. И эта косичка у нас состоит из задней стенки и передней стенки. Сейчас мы будем вязать один ряд за переднюю стенку вот этой косички. Итак, мы сделали воздушную петлю и развернули вязание. Итак, мы захватываем сразу вот здесь вот переднюю стеночку первой петли и провязываем столбик без накида. Первый. И теперь этот ряд мы будем вязать только за переднюю стеночку. Провязываем 56 столбиков без накида. В этом ряду у нас нет никаких прибавок. Дальше следующую вторую петлю захватываем опять за переднюю стеночку и провязываем столбик без накида. Провязываем таким образом 56 столбиков без накида. И если мы посмотрим с этой стороны, вот эта вот задняя дорожка из воздушных петель у нас будет на лицевой стороне. Провяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, довязываем до конца ряда, и у меня остается последний 56 столбик без накида. Также захватываю последнюю переднюю стеночку петли предыдущего ряда и провязываю последний 56 столбик без накида. Делаю одну воздушную петлю и разворачиваюсь. Дальше нам нужно провязать 4 ряда без изменений столбиками без накида. Также в этих рядах у нас не будет никаких прибавок. Вяжем по 56 столбиков в каждом ряду. Итак, в конце ряда мы будем всегда делать одну воздушную петлю, разворачиваемся и сразу же вот сюда, вот в первую петельку вставляем крючок полностью во всю петлю. Провязываем столбик без накида. Первый, второй, третий, четвертый. В самую последнюю петлю у нас будет 56 столбик без накида. Итак, то есть всего нам нужно провязать 4 ряда без изменений, в каждом ряду по 56 столбиков без накида. Итак, провяжите эти 4 ряда самостоятельно. Итак, мы провязали 4 ряда без изменений, в каждом ряду по 56 петель.
И на данном этапе мы имеем вот такую вот деталь. Далее нам нужно оставить небольшой отрезок нити для сшивания подошвы. Ниточку мы отрезаем и вытягиваем рабочую нить через петлю на крючке. И аккуратно петлю затягиваем. Итак, далее мы будем вывязывать вот эту вот носочную часть. Для этого нам нужно с той стороны, где у нас есть рабочая нить для сшивания подошвы, отсчитать 28 петель и пометить эту петлю маркером. Итак, считаем 1, 2, 3. Итак, мы отметили 28 петлю маркером, но крючок мы вставляем в петлю, которая находится рядом. Вот здесь вот с правой стороны. Крючок вставляем за заднюю стеночку петли. То есть вот здесь вот у нас передняя стеночка, дальше от нас это задняя стеночка. Вставляем крючок за заднюю стеночку. Берем рабочую нить того же цвета, что вязали подошву. Продеваем через петлю, делаем одну воздушную петлю и сюда же в эту же петельку провязываем столбик без накида. Дальше маркер мы можем убрать, он нам не нужен. Дальше мы должны провязать еще 3 столбика без накида, также за заднюю петельку. И теперь вот этот хвостик от рабочей нити мы будем ввязывать в полотно. То есть укладываем рабочую нить вот так вдоль ряда, захватываем заднюю стеночку петли, убираем рабочую нить и провязываем второй столбик без накида. Дальше следующую петлю опять захватываем заднюю стеночку петли, укладываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. И еще 4 столбик захватываем заднюю стеночку петли, укладываем рабочую нить, провязываем столбик без накида. Мы провязали 4 столбика без накида. Далее, перед тем, как нам развернуть вязание, нам нужно провязать еще 2 столбика без накида. Также кончик рабочей нити мы прячем в вязание. Захватываем заднюю стеночку петли и провязываем первый и еще один второй столбик без накида. То есть получается, мы всего провязали вот здесь вот 6 столбиков без накида. Далее мы вязание разворачиваем. Нить у нас перед работой. Самую вот эту первую петельку мы пропускаем. Начиная со следующей петли провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и 5. Далее, прежде чем опять развернуться, нам нужно провязать следующие 2 петли, но с этой стороны мы вяжем уже за переднюю стеночку, то есть захватываем, вот смотрим сверху, задняя стеночка и вот передняя. Захватываем переднюю стеночку и провязываем первый столбик без накида и еще один второй столбик без накида. Разворачиваем. Опять мы самую первую петлю пропускаем, вставляем крючок вот сюда, вот во вторую петельку и провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Дальше, чтобы нам развернуть вязание, мы с левой стороны должны провязать опять 2 столбика без накида, но теперь уже за заднюю стеночку. Так, провязываем первый и второй. Разворачиваем. Следующий ряд вяжем точно так же. Первую самую петлю пропускаем,
Вставляем крючок во вторую петлю и провязываем 7 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6 и 7. И с левой стороны провязываем 2 столбика без накида, петельку захватываем за переднюю стеночку. Первый и второй. Разворачиваем. Следующий ряд вяжем точно так же, пропускаем первую петлю, со второй петли провязываем столбики без накида, провязываем 8 столбиков без накида. 4, 5, 6, 7, 8. С левой стороны мы захватываем заднюю стеночку петли и провязываем 2 столбика без накида. Дальше мы опять разворачиваемся. В этом ряду мы пропускаем 2 петли, самую первую, вторую, вставляем крючок в третью петлю и провязываем 2 столбика без накида. Первый и сюда же второй. Дальше мы провяжем по одному столбику без накида 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И в последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида. Итак, всего в этом ряду у нас должно получиться 10 столбиков без накида. Далее мы делаем соединительную петлю. С левой стороны мы захватываем переднюю стеночку петли, захватываем рабочую нить и продеваем сразу через первую петлю и вторую петлю на крючке. Отрезаем рабочую нить и вытягиваем. Затягиваем аккуратно петлю. Вот таким образом должна получиться носочная часть пинетки. Далее мы с вами начнем вывязывать язычок. Для этого мы берем нить другого цвета. И для того, чтобы нам продолжить вот эту вот линию, мы вставляем крючок вот в следующую петельку. Вот здесь мы закончили. Вот здесь у нас узелок. Рядышком у нас петля. Вставляем крючок за заднюю стеночку петлю. Присоединяем рабочую нить. Выводим. Делаем воздушную петлю. И сразу же вот эти концы от рабочей нити мы будем ввязывать. Вот этот узелок мы не считаем. Первую петлю мы пропускаем, вводим крючок во вторую петлю за заднюю стеночку, прячем концы вовнутрь и провязываем столбик без накида. Ниточки все подтягиваем. Первый столбик. Нам нужно провязать 10 столбиков без накида. Дальше захватываем следующую петлю за заднюю стеночку. Прячем нити, провязываем второй, опять задняя стеночка, третий, четвертый, пятый, 6, 7. Лишние хвостики от рабочей нити мы можем отрезать, чтобы они нам не мешали. Дальше 8. Дальше 9 столбик без накида. И последний 10 столбик без накида. И далее теперь с левой стороны нам нужно провязать
2 столбика без накида, захватывая задние стеночки петли. Итак, вставляем крючок сразу же вот в эту петлю за заднюю стенку, провязываем столбик без накида 1 и следующий столбик без накида 2. Провязали. Разворачиваем вязание. Самую первую петлю пропускаем, начиная со второй петли, провязываем 11 столбиков без накида. В каждый столбик по одному столбику. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. С левой стороны добавляем 2 столбика без накида, захватываем за переднюю стеночку. Первый и второй. Разворачиваем. В этом ряду провязываем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. С левой стороны добавляем 2 столбика без накида, петли захватываем за заднюю стеночку. Первый и второй. Разворачиваем. В следующем ряду провязываем 13 столбиков без накида. Сбоку добавляем 2 петли, захватываем за переднюю стеночку. 1 столбик без накида и второй столбик без накида. Разворачиваем. В следующем ряду пропускаем 2 петли, самую первую, вторую и вставляем крючок в третью петлю и провязываем 13 столбиков без накида. С левой стороны делаем соединительный столбик, вставляем крючок за заднюю стеночку петли, захватываем рабочую нить, продеваем через петлю и сразу же через петлю на крючке. Далее разворачиваю вязание и соединительным столбиком перехожу вот в эту петлю. Опять же, самую первую пропускаем. Во вторую петлю вставляем крючок и провязываем соединительный столбик. Именно с этой точки мы будем продолжать вязать. Делаем одну воздушную петлю, вставляем крючок сюда же, в эту же петлю, куда мы сделали соединительный столбик. И с этой петли начинаем вывязывать 13 столбиков без накида. Это был первый, второй, третий, 4, 6, 7, 12, 13. Разворачиваем вязание. Дальше мы будем вывязывать вместо 2 воздушных петель мы провяжем в самую первую петлю столбик без накида и 1 воздушную петлю. Эта комбинация заменит нам 1 полустолбик. Дальше мы продолжаем вывязывать 13 полустолбиков в каждую петлю предыдущего ряда. Первый, второй, 12. И сюда в самую последнюю петельку провязываем 13 полустолбик. Далее мы делаем воздушную петлю и разворачиваем. И далее в этом ряду мы провязываем 13 столбиков без накида.
13 столбик мы должны провязать в воздушную петлю предыдущего ряда. Далее в этом ряду мы будем опять вязать полустолбики. Для этого мы вместо 2 воздушных петель в начале ряда сделаем такую комбинацию. В самую первую петлю столбик без накида и 1 воздушную петлю. Эта комбинация нам заменит 1 полустолбик. Дальше мы делаем накид и провязываем второй полустолбик именно вот сюда, в эту же первую петлю. То есть здесь у нас получилась прибавка 2 полустолбика. Далее мы провязываем в каждую петлю предыдущего ряда по 1 полустолбику. Провязать мы должны 11 полустолбиков. Провязываем 11 полустолбик. И в конце, в последнюю петлю, мы провязываем 2 полустолбика. Первый. И сюда, в эту же петельку, провязываем второй полустолбик. Далее вяжем следующий ряд, разворачиваем вязание и провязываем 15 столбиков без накида. Вставляем крючок в самую первую петлю предыдущего ряда и начинаем вывязывать. 1, 2. Провязываем 15 столбиков без накида. 15 столбик провязываем в воздушную петлю предыдущего ряда. Разворачиваем. В этом ряду опять вяжем полустолбики. Первый мы заменим на комбинацию столбик без накида, 1 воздушная петля. В эту же петлю провязываем еще 1 полустолбик, то есть здесь у нас прибавка. Дальше мы провязываем 13 полустолбиков, по 1 столбику в каждую петлю. А в последнюю петлю предыдущего ряда провязываем 2 полустолбика. Далее делаем 1 воздушную петлю и разворачиваем. В этом ряду провязываем 17 столбиков без накида. Семнадцатый столбик провязываем в воздушную петлю предыдущего ряда. Разворачиваем вязание. В следующем ряду вяжем опять полустолбики. В первую петлю мы должны сделать прибавку. Первый полустолбик мы заменяем на столбик без накида и 1 воздушную петлю. И сюда, в эту же петельку, провязываем еще 1 полустолбик. То есть из одной петли мы провязали 2 полустолбика. Дальше провязываем в каждую петлю по 1 полустолбику. Мы должны провязать 15 столбиков. И в последнюю петлю предыдущего ряда провязываем 2 полустолбика. Первый и сюда, в эту же петлю, провязываем второй. В этом ряду получилось 19 полустолбиков. Дальше вяжем следующий ряд, делаем 1 воздушную петлю, разворачиваемся и провязываем 19 столбиков без накида. 19 столбик провязываем в воздушную петлю предыдущего ряда. Далее вяжем следующий ряд, делаем воздушную петлю, вязание разворачиваем
И этот ряд вяжем следующим образом. Сначала мы провязываем 5 столбиков без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше провязываем 2 полустолбика, делаем накид, первый и второй. Далее провязываем в каждую петлю по одному столбику с накидом. Нам нужно провязать 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Далее провязываем 2 полустолбика, первый, второй, и до конца ряда провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Далее делаем одну воздушную петлю вязания, разворачиваем, и в этом ряду мы провяжем соединительные столбики. Вставляем крючок в каждую петлю предыдущего ряда и просто провязываем соединительные столбики. Вставили крючок, захватили рабочую нить и вывели через петлю на крючке. Вставили в петлю, захватили рабочую нить и сразу же протянули через петлю на крючке. Продолжаем так до конца ряда. Далее рабочую нить мы отрезаем и ниточку закрепляем. И у нас получился вот такой язычок.